Все изменилось в один момент, когда бывший муж похитил нашего общего сына Льва. Сказал: нет, ты его не будешь видеть даже по видеосвязи, ты несешь психологическую опасность. А сейчас он ушел с работы, сидит дома, полностью занимается ребенком из-за того, что у вас мужик появился? Ну, сошли где-то в начале лета. Ребенок в антисанитарии жил. Бутылки водки стояли возле Какие холодильника. бутылки водки? Ну, что ты уж. Но бутылки водки около холодильника – это не бардак. Ну, они, кстати, да, аккуратно стояли. И ребенок первые шаги сделал на моих глазах. А как вы убедились, что это ваш ребенок? Сомнений нет, посмотрите. Так он и на Ивана похож, что ли? Но не давать видеться матери с ребенком Она – с это ним видится. преступление. Слава, ты очень скользкий тип. Мне интересно, как адвокат Вячеслава видит перспективы этого дела в суде. Наталья, идите к нам. Добрый день. Ради своего сына молодой отец ушел с работы в декрет. Водит его к врачу, занимается ребенком. Органы опеки не имеют никаких претензий к нему. Но почему мама малыша караулит их под дверью и все время плачет? Интересно. Сегодня в нашей студии мама полуторагодовалого Левы Наталья Сидоренко. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Что у вас случилось? 15 сентября прошлого года мой бывший муж Вячеслав похитил нашего общего сына Льва. То есть вы были в браке, но развелись? Да, мы развелись еще в беременность, до рождения ребенка, то есть в самом начале беременности. Но ребенок записан на него? Ребенок записан на него, то, что 300 дней после развода не прошло, поэтому его записали. Так, и как это произошло, при каких обстоятельствах? Сколько ребенку-то было? Он совсем маленький, если ему сейчас 1,5. Получилось так, то, что в этот день я уезжала на подработку в город Челябинск, мой сын находился с моей мамой. А сколько сыну было? Сыну был 1 год и месяц, получается. Я уезжала на подработку, потому что работы у нас в деревне нет. А прокормить ребенка на пособие, учитывая то, что помимо трат на ребенка есть еще и кредиты, совместно взятые в браке, это просто нереально. Максимум это было 2 дня, когда меня не было. И то по причине плохой погоды, то есть не могла вернуться. И это время ваша мама, естественно, все время с ним находилась? Да, конечно. Мама моя помогала мне с ребенком вообще с самой беременности и с самого рождения. У меня Лёва родился недоношенный. Мы родились на 34-й неделе. А вот вы когда в Челябинске работали, вы там где жили? У меня молодой человек, он нашел там работу раньше, чем вот у меня бы получилось туда переехать. И он снимал комнату в общежитии у своей тети. Но там, соответственно, условий для ребенка не было, поэтому мы не переехали все сразу. Так, и вот ваша мама дома с вашим ребенком. Ему было 1 год и месяц тогда. Да. И как он пришел и забрал? Как так получилось? Получилось так, то, что у нас вообще с Вячеславом как бы после расхода я старалась нейтральные отношения поддерживать. То есть не ругаться, но как бы на расстоянии, на дистанции. То есть про ребенка ему все рассказывала, разрешала приезжать. Я, наоборот, даже его просила, что приезжай почаще, потому что ребенок маленький, у них память так устроена, что лучше чаще, но ненадолго. Он говорил: я не могу. Там, А не деньги он получается. платил за ребенка? Нет? Да, он платил по совместной договоренности по 10 тысяч в месяц. В чем причина расставания вашего? Это были ссоры, постоянные скандалы. Была ревность постоянная. С его стороны? С его стороны, да, причем беспочвенная. И вот в Новый год я узнала, что беременна. Он особо не обрадовался в тот день, когда я ему сказала. Но я это списала, то, что просто не эмоциональный может. Беременность тяжело протекала, он никак мне в этом особо не помогал. То есть я лежала 2 раза на сохранении минимум в начале. Мне выписывали гормональные таблетки, мне их мама покупала. Где-то, допустим, я его просила, элементарно при мне не курить, потому что плохо было, он тоже это не мог сделать. Готовиться к рождению ребенка тоже никак вообще не помогал. И вот были скандалы постоянные по поводу того, что в последнее время я там прям просто лежала и не могла встать. То, что я не женственная, то, что я не готовлю, то, что я там забила на себя. И получилось так, что до этого я уйти не могла, потому что каждый раз, когда я собиралась уходить, он начинал плакать. Сначала потому, что я тебя люблю. А я не могу. Я тебя так люблю, плачу, но жрать приготовь. Встань Вот. и приготовь.
А я не могла, как сказать, жестоко к человеку отнестись. Я из-за жалости уже потом начала оставаться. Потом вот в один момент прекрасный мы ругались опять, и он сказал: а хочешь, уходи, ребенок вообще не мой. Я говорю, ну, я просто поймала этот момент, когда он меня сам отпускает. Я собрала вещи, я И уехала. убежали. Да. Сколько вам лет? 21. А ему? 27, я, если не ошибаюсь. Какая Взрослый. прелесть, вы даже не помните, сколько лет вашему 96-го года. просто. Большой мальчик. Вы нам рассказали на месте, как произошло то, что называется Да, похищением. получилось. Нет, давайте посмотрим на экран. Все хорошо. Мы когда разошлись с мужем, мне больше некуда было идти, я решила вернуться сюда домой. У нас все было хорошо, с ребенком все занимались, играли. Все изменилось в один момент, когда бывший муж забрал нашего сына. В тот день бывший зять приехал во время обеда. Сидел вот здесь вот на диване. Лёва возле него постоял, он с ним чуть-чуть пообщался и собрался уходить. Зять стоял возле дверей, и он в этот момент меня попросил: тетя Инна, говорит, я оставил кепку на диване, подайте, пожалуйста. Я вот сюда только вот шагнула вот в этот момент и слышу, сбрякали двери. Я повернулась, и никого нет. Я следом выбежала, и за оградой никого нет. Я там вдали увидела, как отъезжает большая иномарка. Я себя чувствовала не просто, что мне было больно, я себя чувствовала виноватой. Я его впустила. Я думаю, что он к этому готовился. Он, возможно, не хочет просто платить алименты, или, может быть, у него там финансовые проблемы какие-то. Он не сможет воспитать достойно сына, он не сможет дать ему те знания и умения, которые смогу дать ему я. Сейчас я проживаю в Челябинске. Эту квартиру мы снимаем с моим молодым человеком. Вообще во всем мне помогал Ваня. Он полностью оплачивает квартиру, он покупает продукты. Я так и считаю, что мужчина должен обеспечивать свою семью. Эту квартиру мы долго искали, потому что нам нужно было, чтобы условия подходили не только для нас, но и для ребенка. Я очень надеюсь, что все-таки Левушка вернется ко мне. И чтобы мы жили одной целой семьей. Что вас сейчас заставило расплакаться на сюжете? Я вспомнила просто тот день. Тот день, когда он забрал ребенка? А вот расскажите мне, вот мама вам, наверное, позвонила, сказала, что он забрал ребенка. Дальше что вы делали? Связались с ним? Я позвонила ему. Он был недоступен. Тогда я поехала, мы с Ваней сели ко мне в машину, поехали в полицию. Мне сказали, что я плохая мать, что я бросила ребенка. В этот момент получилось дозвониться до Вячеслава. Он говорит: завтра ты его увидишь. И вот в ближайшую, наверное, неделю он мне говорил: завтра увидишь. Я ждала. И потом он мне сказал: нет, ты его не будешь видеть даже по видеосвязи, ты несешь психологическую опасность ребенку. А я уже была согласна на все. Я говорю: хорошо, пусть у тебя пока, не знаю, до суда, не до суда будет, что я аккуратно буду, просто хотя бы его увижу. Что заберу ребенка только на законных основаниях. Он сказал: нет. То есть вы уже на тот момент понимали, что нужно обращаться в суд? Да. Или уже обратились? Нет, я обратилась чуть позже, просто когда в суд заявление подаем, там нужно писать адрес. Я решила сразу указать адрес, где мы будем жить с ребенком. Для этого нужно было квартиру найти, поэтому мы в спешке просто уцепились вот за тот вариант, который вот он нам подходит. Неважно там сколько стоит, самое главное, чтобы был. И я сразу же в этот же день отнесла заявление в суд. Заявление о чем? О месте жительства ребенка? Да, Определение места жительства ребенка. Да. Понятно. А вы работаете сейчас? Я сейчас временно не работаю. А на что живете? Молодой человек же все оплачивает. Содержит полностью молодой человек. Иван, давайте с вами поговорим. А сколько вам лет, Иван? Да, здравствуйте, 19. 19? Да. А когда вы познакомились? Мы познакомились в 19 году. Это, получается, было летом в деревне. Вам было 15 лет? Да. А вам?
17, у нас 2 года разница. Мы до брака познакомились, то есть дружили, просто общались. А, вы дружили. То Да. есть у вас тогда не было романтических отношений? Не, мы просто дружили. Так, а когда сошлись? Ну, сошли где-то в начале лета. И вы готовы вот все на себя взять, Да, и я готов взять ребенка? ответственность за Наташу, за ребенка ее. А вы где и работаете? обеспечивать. Я работаю вахтами, грузчиком-комплектовщиком. Так что достаточно будет. А сколько зарабатываете? 1070. Ого. А вы сами знакомы с Владиславом или нет? Да, как-то раз у меня в прошлом году летом попросил отвезти в деревню к ребенку. У него сломалась машина на дороге. Ну, я его отвез. Но на первое впечатление показался он мне добрым. Так что я не знал, что они наговаривают на него. Но потом оказалось так. А вы жениться будете, да? Ну. Ну, после всех этих конфликтов, скорее всего, да. А, как только вся эта судебная история закончится, Да, так и как распишетесь, ребенок да? вернется, там... Ну, вы знаете, вы бы сильно помогли ситуации и своей возлюбленной, если бы сейчас отвели ее в ЗАГС. Потому что для суда очень важно понимать, что ребенок возвращается уже полный в семью, и там есть человек, который будет не на словах кормить, а на деле. Ну, значит, пойдем в ЗАГС. А, вот, все, поженились, ура. Мы с Вячеславом, разумеется, встретились и поговорили. Он нам показал, как они сейчас живут с ребенком. Сын от меня вообще не отходит. Когда я ребенка забрал, получается, все это я сразу же купил. Футболочки, тут штанишков. Все у ребенка есть. И стираю вещи, и глажу, и готовлю еду. Все, я папа. Полностью справляюсь. Я всегда порядок поддерживаю. Потому что я, тем более дома, чем мне еще заниматься. Сынок. Пока он спит в обед, я покушать приготовлю. Меню для ребенка расписал. Обед, супчик, куриный пюре, картофельное с котлеткой, компот из сухофруктов. Чтоб у него сбалансированное питание было. Пюрешечка с котлетками, суп, солянка. Тоже сам приготовил. Ну вот когда я его забрал, он прям бешено вообще кушал. Его как будто не кормили, либо невкусно кормили. Ему уже больше года было, получается, и он даже ходить не мог. Я ему мышцы развивал. Вот мы с утра просыпаемся, я их маленько разогрею, потом массирую мышцы. Я примерно за месяц его на ноги поставил. И если бы они им занимались, ребенок бы еще в год бы бегал уже. Все знали то, что мы здесь живем. Я не скрывался. Первый раз Наталья пришла спустя 3 месяца. Она говорит, я каждый день хочу ходить, видеть ребенка. Я говорю, все хорошо, без проблем. А она приходит через день. Я знаю, что я могу его обеспечить всем необходимым. Если ребенок останется с матерью, у него не будет никакого режима, он будет голодный постоянно, ходить грязный. И детство у него будет плохое, я считаю. Да не нужен ей ребенок, она маленькая, она сама еще ребенок. Слушайте, ну выглядит все прилично, чистота дома, кормит он его, он улыбается, он бегает. Может, он не такой все-таки плохой папа? То, что вот он говорит, что ребенок не ходил, но ребенок ходил. Ходил у опоры, просто время пришло, сейчас он поэтому пошел. А то, что меня 3 месяца не было, я ему все это время, я ему каждый божий день, я писала, спрашивала, где они. Он просто либо отшучивался, то есть написал, условно говоря, там в Ташкенте, мол, туда есть. А где находится, он не говорил. Ну, вы слышали, что он даже декрет взял для того, чтобы полностью посвятить себя ребенку? Да, но он не может взять декрет, у него же ИП. Почему он не может? Может. Абсолютно очевидно, что до того, как он выкрал ребенка, проблем в его жизни было гораздо меньше. Вот вы хорошо общались, как вы сами сказали, Да. пытались отношения сохранить. Он мог его видеть. Да, я И предлагала. деньги 10 тысяч давал. А сейчас он ушел с работы, сидит дома, полностью занимается ребенком, точно больше, чем 10 тысяч тратит. И вот это все ради чего? Назло вам? Из-за того, что у вас мужик появился? Тоже может быть, потому что... Давайте мы у Вячеслава спросим, Да. что гадать на кофейной гуще. Он к нам приехал, пусть отвечает. Наталья,
Ну, ты врешь во всем, чего уж. Так. В чем я вру? Не договариваешь многого. Например. Говоришь, что я такой плохой, а ребенок в антисанитарии жил. Бутылки водки стояли возле Какие холодильника. бутылки водки? Ну, что ты уж. Подождите, ну бутылки водки около холодильника – это не бардак. Ну, они, кстати, да, аккуратно стояли. Ну, вот так я про это вам и говорю. Согласен. Давайте серьезно. Ну вот почему забрали сына? Зашел бардак везде. У них, как, знаете, кладовая какая-то была везде. Сумки, все разбросано, вещи разбросаны были. Ну, это вот сейчас вот порядок у них там. А кто был дома? Получается, брат ее младший, 12-летний, и мама. Ее не было, Наталья, Нет, правильно же? Так, мама... Она в городе проживала с начала Я не августа. проживала в городе. Она вот сейчас говорит то, что она оставляла, мол, ребенка вот так иногда, ездила на подработку в город, она жила в городе. Вы планировали забирать его в тот день? Или это спонтанно вышло? Нет, спонтанно я То есть приехал. то, что она нам сказала, Я- что максимум, сколько она отсутствовала, это Это 2 всё. дня, это ложь. Да, это Она полное. полностью переехала и жила в Челябинске. Да. А сына-то хоть навещала своего? Ну, приезжала раз в недельку к нему. Я говорю, ну как ты вот на мать вот так оставляешь, не боишься в деревне за 200 километров от ребенка? Нет, говорит, все нормально, я доверяю маме. Ну, маме можно доверять, если мама в себе. Мама-то хорошая у нее, не пьет, следит. Пивает. И бутылки водки, и пиво всегда стояли, говорю, У возле. меня мама аллергия на алкоголь, ты о чем? А это деревенский дом. Да, там вообще, кстати, в этом доме ни санузела нет, ни воды, ничего. А Вода где есть. они моются? В бане, которую топили раз в месяц, наверное, я не знаю. То есть бани на улице раз в месяц топили, ребенка мыли раз в месяц. А Но туалет он где? очень грязный был, у него прям налет такой был, как будто неделю не мылся. У него прям шея вся и спина грязная была. Когда я забирал вещи, все грязные, прям... Слушайте, мы здесь услышали версию, что Наталья давно хотела с вами расстаться, и беременность этому Ну, это тоже всё помешала вранье. только частично. А вот на самом деле, вот с вашей точки зрения, почему вы разошлись? Мы разошлись, потому что я уже не мог терпеть. Что? Я постоянно приходил домой, я сутками работал. Приходил домой, и постоянно бардак, грязь. Мне приходилось убираться постоянно. Мы не ссорились по этому поводу. Я с ней пытался говорить, потому что я хотел сохранить семью. А она говорит, что ей плохо было, у нее беременность тяжелая лежала, Ей а вы ей плохо говорили, было, я вставай, вот- убирайся и жрать готовь. Нет, такого не было. Я постоянно ей помогал во всем. Я говорю, я приходил с работы домой. Получается, все на мне было быт, на мне. И я всегда готовил. А вы хотели ребенка? Да, конечно. Получается, как мы поженились, мы уже планировали ребенка. Она сказала, что случайно узнала о том, что беременна. Это случайно. Не, узнала-то, может, и случайно. Нет, ну то, Тест что это сделал, вообще для узнала. нее стало откровением, потому что она на тот момент уже искала работу, квартиру и хотела Нет, уехать мы от вас. планировали ребенка. Это вот А она, да? когда на аборт хотела пойти. Он постоянно пил, то есть вот если он 2 суток на работе, 2 суток дома, и если он 2 суток дома, он пил, это были постоянные бутылки, вот эти вот коробки из-под закусок. А что пил-то? Пиво пил. Но он пил просто, он там по литров 8-12 вот так вот покупал. 12 литров пива? И он это вот сминал бутылки, бросал их по дому, разбрасывал, потом это надо было мне собирать. Оно все тоже так же воняет. То есть он лежит на диване, пьет пиво, Нет, он за сминает компьютером это бутылки и делает. кидает их, да? А вы беременная, значит, с токсикозом, хоть это все собираете, так что ли? Да, Такого не было. Подождите, вы хотели сделать аборт или нет? я хотела, да, в какой-то момент, потому что невыносимо уже было, я боялась, что я не подниму Этого одна достаточно. ребенка. Значит, вы хотели сделать аборт, он вас отговорил. Он меня- поэтому это не он меня скверный отговорил. муж и плохой отец. Нет, он меня не Отлично, всё- отговаривал. всё А кто понятно. вас отговорил? Я с мамой разговаривала, она мне пообещала, то, что она мне будет помогать, поддерживать, она меня успокоила. Но я он вам то же поэтому самое писал? согласилась. Нет, нельзя просто этому человеку верить. Он сегодня говорит одно, завтра он говорит другое. Вячеслав, а что за история с распиской, которую вы написали, что вы, мол, отказываетесь? Получается, от мы этого? при разводе, она меня попросила, чтобы я ей написал, потому что, во-первых, ребенок еще не родился, и плюсом она мне писала, то, что ребенок не мой. Я То есть сказала, она что мне прямо не твой, утверждала, ты что сказал, ребенок что- не мой. Она мне даже рассказала, когда она, мол, изменяла мне. Дело в том, что когда мы расходились, в тот момент, вот именно пока на той квартире мы были, он вышел тогда из ванны и сказал, это не мой ребенок. Мама сходила к гадалке, гадалка сказала, это не мой, от какого-то казенного там мужчины. Ты серьезно веришь в это? Поэтому это не мой. Я говорю, хорошо, если ты отказываешься, не надо потом... нельзя от ребенка сейчас отказаться, потом сказать мой. Я только не могу понять, почему вы ему говорите, что это вот мы же видим, это не твой ребенок. Да, потому что в тот момент он уже от него отказался, написал расписку, где он от него Вы понимаете, отказывается. что эта расписка, это Филькина грамота. Вячеслав, скажите, пожалуйста, а как вы убедились, что это ваш ребенок? Или до сих пор есть сомнения?
Нет, сомнений нет. Как родился, так и сразу понял. Посмотрите. Он начал признавать Он и на ребенка. Ивана похож тоже. Он начал признавать ребенка только тогда, когда они его вот в роддом приехали на выписку, увидели. Я правильно понял, Вячеслав, что вы считаете свою бывшую тещу злоупотребляющей женщиной? Ну да, это постоянно было. Хорошо, давайте мы Инну Петровну позовем и спросим. Почему, Вячеслав Сергеевич, вы всем говорите, что я пью? Ребенок, я его в тот день водила в поликлинику. Если бы я привела туда ребенка грязного, там бы все написали. И написали бы в карточке, в каком состоянии жил ребенок. Во-вторых, ребенок ходил возле опоры. И ребенок первые шаги сделал на моих глазах. На А глазах вы можете, матери. пожалуйста, сесть, успокоиться и сказать, вы алкоголичка, вы пьете? Воду из-под крана пью. Могу выпить бутылку шампанского. Ваша дочь сказала, что у вас аллергия на алкоголь. Мне стоит только выпить, я вся краснею. То есть Я вы же- шампанское пьете для того, чтобы покраснеть? Ну, в Новый год все равно же хочется. А зачем у вас дома бутылки водки стоят? У меня есть муж, есть который он пьет? иногда ко мне приезжает в праздники. Во-вторых, Он и пьет. выпивает. У нас есть видео, которое нам передал Вячеслав. Это видео ребенка сразу после того, как вы его домой привезли, видимо, да? Да? Да, давайте посмотрим. Как он ел. Потом, вот, видимо, его забрали от бабушки. Не знаю, это чистая считается одежда или нет. Я как бы сам отец. Ну, для меня вроде грязновато. Вкусно. Довольный такой. Завтра дома будешь сам кушать. Ой, завтра говорю. Потом дома сам будешь кушать. Давай. А? Ну ты что, ты ручки захотела скупать или кушать будешь? Такой голодный, что ли? Голодный, похоже, ребенок. Ну, хватит, Ничего сына, страшного. хватит. Он салфетку ел, там прям показано было. Но это не значит, что он был голодный, Ну, по что нему его не видно, кормили. Неправда. А вот дочь ваша работала в Челябинске. Она нам сказала, что вы договорились, что будете ее отпускать на работу в Челябинск. Да. И ездила она туда-обратно, 200 километров от деревни. Это она что, в день по 400 километров ездила? Она на своей машине ездила. Я вставала где-то часа в 4, в 3. В 4-3 утра вы Никогда она не выезжали, а ездила во так сколько быстро. приезжали? Обратно, ну, часов, наверное, в 12 ночи бывало. Из всего, что вы рассказали, я понял так. Вы уехали в Челябинск и могли приезжать на 1-2 дня Да? Нет, в ты не деревню. Да, Нет. да, да. А Так все и было. остальное время вы были там, потому что я никогда в жизни не поверю, что человек способен 400 километров А потом что проехать, это за работа, да когда еще тебе... отработать смену. Ну, просто 24 часа в У меня сутках, выбора не понимаете? было, мне нужно было на что-то ребенка Вы знаете, кормить. давайте так. У вас вот сейчас есть выбор перестать врать. Я не вру. А сколько вы зарабатывали? По 1035. В общей Со сложности. всеми 2 раза в подработками. месяц 35 Потому что я, бывало, там девочку подменяла в детском саду, поскольку вот у меня образование воспитателя, мне это засчитывали как за стажировку. И в такси подрабатывала остаток дня. А потом еще обратно за рулем. Потом обратно ехала. Да. Ну как мы в это можем поверить? Ну, а у меня не было просто другого выбора. Я не могла больше найти работу в деревне. Ну как вы за пару раз в месяц могли заработать 35 тысяч в месяц? В такси, Ну что хорошо, за чушь? в такси хорошо платят. Сколько платит Ну, я такси? Сейчас получала- все таксисты по ту сторону экрана подумали, а это что за такси? За 2 дня по 17 Нет, тысяч? 1008 за смену выходит. А что вам часто не мешает работать, если вы такой успешный Сейчас, таксист? потому что я через день хожу к сыну и через день хожу к адвокату. Давайте так. Татьяна, вы, я так понимаю, крестная Льва, да? Да, здравствуйте. И это при вас произошло вот это так называемое Похищение. похищение. Хотя это называть похищением нельзя, он отец. Нет, вы понимаете, нет, это можно назвать похищением. Нет, Нет, нельзя. Почему, как говорится, этот отец не приехал, допустим, с участковым, раз его не устраивало? Потому что он допустим? отец, и он не должен вот таскать с собой участкового, чтобы забрать своего ребенка. Это все было на моих глазах. Я стояла на берегу озера. Я в этот день знала, что Слава приедет повидаться с ребенком. Я отвернулась на какое-то время и слышу хлопок дверей, ворот. И смотрю, бежит Слава с ребенком. Вы понимаете, он сел в машину, даже двери не успели закрыться, она уже тронулась.
Он воспользовался моментом, он приехал в деревню Ты же тогда юридически повидаться с слабая. ребенком, когда мамы не было, и он это знал. Так ее нет месяца. Он попросил. Неправда. Слава, ты очень скользкий тип. Тебе нельзя верить на послушайте, все пожалуйста. 100%. Ну а вам что верить можно? Вы врете, сидите, вы все врете. Ответьте на вопрос, который нас всех мучает. Зачем он это сделал? Была такая сказана им же фраза: «Если ты не будешь со мной, ребенка ты никогда не получишь». Вы серьезно? Я так понимаю, что молодые люди пришли сюда размяться перед судом. Нет. Но перед тем, как мы утвердимся в этой идее, я все-таки хочу, чтобы вы увидели вот эту переписку. Я приеду увидеться с Левой в 8 утра. Не получится. Я сам скажу, когда и где завтра. Левушка уже спит. Завтра с утра позвоню по видеосвязи. Ты адрес скажешь? Завтра скажу. Или нет, не знаю. В смысле не знаю. Записывай. Узбекистан, город Ташкент. Как там Лева себя чувствует? Отлично он себя чувствует. Завтра я его вживую увижу. Без проблем. Едем с тобой и с адвокатом в суд. Подписываем бумаги о досудебном решении. И хоть завтра увидишь сына. А что в бумагах будет? Что ребенок со мной будет жить. Остальное все нормально. Просто ты не понимаешь, что будет в случае суда. Когда будет именно суд, я все буду поднимать и на алименты подавать, и мат-капитал аннулировать, и все делать. Я имею право не только видеть по телефону, но и вживую контактировать с сыном. Ты опасность для психологического состояния ребенка. Иди в суд. Открывай давай. Наташу, я точно не пущу. Она хочет видеть своего сына. Откройте дверь. Сначала я зайду. И что вы шоу здесь устраиваете? Идемте с нами. Куда? Она будет при свидетеле разговаривать? сын здесь, давайте. Нет, она хочет видеть сына. Она хочет видеть сына. Почему мне Нет, она хочет сейчас. Она 3 месяца не видела. И чем вы мотивируете отказ? Она травму ребенку не хочет. Заходим, и это, при вас. Она видится с сыном, правильно? Придется пойти на условия, придется. Вам не стыдно? Нет, она тогда увидела ребенка. Нет, вам не стыдно устраивать? Я могу это объяснить. Она мне сама... То есть вы считаете, что мать наносит психологическую травму, Нет, а послушайте. куча людей в форме и вот в этом во всем не наносит? Это она все устраивала. Нет, это Я вам не она, объясню. это Послушайте, вы. она Если мне с бы вы самого давали начала... ей видеться с ребенком, этих бы Она людей и не в форме там приходила не с ним было. видеться. Вот кто наносит ребенку большую психологическую травму, так это прежде всего вы. Своими отвратительными действиями. Вы приняли решение, что ребенок должен жить с вами по каким-либо причинам. Наверняка они у вас были. Окей. Но не давать видеться матери с ребенком Она с это ним преступление перед своим ребенком. Вы обсуждаете встречу матери с ребенком не в таком тоне никогда и ни при каких обстоятельствах. Потому Точка. что она мне до этого писала всякие гадости. Помимо... Она может вам я, писать говорю, всё, тебя что засужу, угодно. посажу, я все сделала, чтобы ты сел. Она 3 месяца не К приходила моему увидеть великому ребенка. 3 сожалению, месяца. слышите вы только себя и больше никого. Так я вам Повторяю говорю, она не еще раз. приходила ребенку. Можно? Давайте, я хочу, стоп, тишина. Нет, это бесполезно. Давайте нет, Не детский сад пробиваем. прекращаем сейчас. Мне интересно, как Наталья Аскарова, это адвокат Вячеслава, Если видит ты так правда, зачем ты перспективы позвал? этого дела в суде. Наталья, идите к нам. Здравствуйте. 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 Какие планы у вашего подопечного? Во-первых, Вячеслав ко мне обратился уже тогда, когда ребенок проживал с ним. И вопрос был обозначен об определении какого-то порядка общения мамы и ребенка. Мной было составлено исковое заявление, соответственно, Вячеслав пошел в суд. Через какое-то время от Натальи поступило встречное исковое заявление об определении места жительства ребенка непосредственно с ней. Но в исковом заявлении не был указан полный адрес, где живет Наталья. У Вячеслава, соответственно, было непонимание. Улица указана, дом указан, квартиры нет. В самом содержании искового заявления отражено относительно графика работы Натальи. То есть якобы Вячеслав не учитывает этот график работы. Права и обязанности у родителей абсолютно одинаковые. И родители несут у нас ответственность за жизнь, воспитание, содержание детей. Поэтому в данном случае мы и хотели уже каким-то образом разрешить эту ситуацию. Неправда.
Ну, процедура судебная, она не быстрая. Судебные заседания, Ну, то которые есть вы проходили... хотели до суда все это разрешить? да? Совершенно Я пытался верно. договориться. Да. Они мне предлагали как? Я говорю, я хочу видеть ребенка каждый день. Они говорят, хорошо, по 15 минут. А у меня дорога минимум час-полтора, потому что на другом конце города живу. Я говорю, ну по 15 минут это очень мало. Потом мы встретились в другом суде уже, но после этого суда, благо, мне разрешили ребенка видеть. В свою очередь, мы с моим адвокатом предлагали, что до вынесения либо порядка встреч с ребенком, либо определения места жительства, чтобы мы хотя бы, допустим, на 2-3 дня ребенка я смогла брать к себе с ночевой. Поскольку встречаюсь я с ребенком только у Вячеслава дома, он закрывает меня на замок, ключ в карман, и вот сидит, скажем так, как надзиратель, прям рядом со мной с ребенком, и пытается его как-то отвлечь. На что адвокат сказала «нет». И в суде, когда мы разговаривали с судьей, судья также сказал, что их мировое соглашение тоже не является мировым, потому что не учитывается мнение второй стороны, то есть меня. Вот мне не очень понятно, на чем адвокат основывает в ситуации, когда ребенку 1,5 года. Ну, то есть на что вы ставите в этом деле. Даже из тех фактов, которые мы увидели здесь, я увидела очень много того, что в пользу Натальи. Я готова вам помочь индивидуально пообщаться, простроить стратегию, чтобы вы в этом деле победили, потому что я вижу, что вы хоть и молодая девушка, но вы адекватная мама, и ребенок должен жить с мамой. Вы не опрашивали соседей? У вас не было такой? Нет, такого момента не было, но могу рассказать... Органы ПДН, полиция? Материалы запрошены, еще не поступили в суд. Я вам скажу, почему я это говорю. Мы сейчас увидим этот опрос, он небольшой совсем, но уже исходя из того, что люди говорят, которые соседи Вячеслава, можно сделать заключение, что он препятствовал, и неоднократно препятствовал, встрече мамы и ребенка. Я 3 раза видела, что он ее не пускал. Минут, наверное, 30-40. Стучала, спокойно просила. Не кричала, потому что, ребенка не пугать. Он говорил, что нет, ты не придешь. Сегодня ты ребенка не увидишь. После решения суда. Он просто издевался над ней. До того, как мама пришла, тут кипиш весь этот подняла, ребенок плакал. Часто плакал. А потом, после этого случая, как мама там побывала, все. А вы вообще видели, что папа там гуляет с ребенком? Вот как коляску поставили, так и это. Так и стояло. А вы до этого маму видели? Вот, честно слово, не слышали, не видели. Соседи, которые с ними рядом, никто не слышал. В тот момент, когда мы там все были, 3 часа на лестнике стояли, он ее пустил только с полицейским. Но с его стороны пошли угрозы. Если ты хочешь неприятности ребенку, я тебе его отдам, но я вас спущу с лестницы. Ведь сама лично своими ушами слышала. Часто ребенок оставался с мамой? Ну как часто? Ну, может, дня 2-3, может быть, она отсутствовала. Семья благополучная. Что я про нее скажу? Если бы пил человек по лицу, бы сразу было видно. Ребенок был ухоженный, всегда чистый. Он поступил неправильно. Во-первых, он ребенку травму нанес. Чистый, всегда накормленный. Но она положительная, вообще про нее ничего не могу сказать. Ага, она везде с ним бегала, тут у нее радости-то было. На колясочке катала его. Время она с ним проводила, часто ко мне приезжала с ним. Мама просто ей помогала, бывала, куда-то ездили. Но я ее постоянно видела тут. Долго ребенка она не оставляла. Она любит своего сына. Все соседи, Вячеслав, за маму? Я вот хочу адвоката спросить, а в действиях Вячеслава, когда он возил сына, нашли какие-то нарушения? Абсолютно никаких нарушений не было установлено. Вячеслав у нас не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Соответственно, мы все прекрасно понимаем, что у Вячеслава ровно такие же обязанности и права, как и у Натальи. Да. На тот момент Наталья отсутствовала, соответственно... А вот скажите, пожалуйста, вот после того, как Вячеслав забрал ребенка, он же обращался к врачам, я так понимаю, потому что он настаивает здесь, в этой студии, на том, что ребенок был запущен. Вот что врачи сказали по этому поводу? В данном случае имелась у нас непосредственно выписка из амбулаторной карты, что у ребенка
В принципе, все нормально, все в пределах нормы, но на словах Вячеславу объяснили, что имеется некая, да, ну, не скажу недоразвитость, Именно но по физическим. что физически необходимо... Не ходил, то, что он должен был ходить уже. Мышцы не окрепшие. Молодой человек, я не знаю, Они сколько часто вам ребенок лет? родился У вас ребенок недоношенный. родился недоношенный. Вы это понимаете или Я нет? понимаю это. Но им никто не занимался. Можно я Как в раз- смысле не занимался? Ну, не занимались. Если бы им никто не занимался, вы бы ребенка забрать не смогли. Какой был вес ребенка? 11,5 вроде бы. А сейчас? Сейчас, ну, мы последний раз взвешивались, ну, вот тогда это было. А сейчас, ну, я думаю, килограмм 12 уже точно. Когда Он не последний болел раз раньше взвешивались? почти, сейчас болеет постоянно. Давайте так, нам осталось непонятным только мнение опеки. Мы, естественно, обратились туда. Давайте посмотрим. О данной проблеме мы узнали 7 декабря прошлого года. К нам письменно мама обратилась помочь ей вернуть малолетнего сына. Органы опеки и попечительства среагировали, выяснили адрес проживания отца, вышли совместно с медиками на акт обследования. В доме порядок, имеются и продукты питания, и одежда по сезону. Тут же мы, обратились в здравоохранение. Встал ли он с ребенком на учет, посещают ли они медика. Ответили точно так же положительно, что ребенок на учете состоит, прививки своевременно получает. Папа контактный. Естественно, представитель органа опеки и попечительства провел беседу, что родители оба имеют право заниматься воспитанием ребенка. На что да, папа привел свои доводы, свои аргументы, что он против встречи матери с ребенком. Были даны разъяснения, что если между родителями возникает спор о месте жительства ребенка, то тогда этот спор разрешается судом. Как уже нам стало известно из самого заявления мамы, что мать оставила с бабушкой ребенка без законного представителя. Мать пояснила так, что она переехала в город Челябинск на работу, зарабатывать средства. Эти действия, конечно, они неправомерные. Вся страна в роли Натальи сегодня может почувствовать себя русским мужиком, потому что 90% мужчин после развода находятся в роли Натальи, когда женщины не дают встречаться с детьми, не дают общаться с детьми, и у мужчины нет возможности их воспитывать. Поэтому, Вячеслав, что бы тебе кто сегодня что ни говорил, я тебя абсолютно поддерживаю, ты молодец. Я в любом случае не поддерживаю вас, Вячеслав. Судя по тому, как вы сидите, и судя по тому, как сидит Наталья, вжалась, здесь видно, что я царь, я бог, я буду владеть этой ситуацией. Сегодня хочу так, чтобы она виделась, завтра она хочу, чтобы так. Но матери, ребенку точнее, нет ничего лучше, чем находиться с матерью. И это объективно. Завтра, конечно, у вас тоже может появиться другая мама, и не то, что вы Наталье полчаса, 20 минут не дадите сидеть, вы скажете, что извини, у моего ребенка вообще другая мама. Наталья, я вам желаю на самом деле крепчать, потому что, поверьте, заседание будет не одно, заседаний будет масса, апелляций будет тоже очень много, но я уверена, что суд будет на вашей стороне. Спасибо. И все будет в порядке. Вы знаете, очень больно наблюдать, когда родная мать бьется в двери, чтобы увидеться со своим ребенком. И в этот момент именно ребенок получает психологическую травму. Между вами есть незаконченные отношения. Вячеслав, вы регулярно провоцируете Наталью на определенные эмоции. То есть вы используете ребенка как инструмент, чтобы ей отомстить. За что? Это вы уже должны друг с другом разобраться. Потому что вы постоянно ее обвиняете в том, что она не видится с ребенком, ей плевать на него. Хотя мы видели, что она и спрашивала и адрес, и куда приехать. И совершенно очевидно, что никто не придет к своему ребенку сразу в окружении полицейских и так далее. Вы родители, и не нужно ребенка подвергать этим стрессам. Но здесь считаю самым важным то, что ребенок, он, когда мама к нему тянется обняться, он плачет и от нее отстраняется. Нет, ребенок не помнит. Он не идет, не надо. Очень жаль. Не помнит и не... Он ее не видел 3 месяца. Я вам лишним. Я вам очень у нас, я тоже Послушайте, я вам очень сочувствую, если вы не понимаете одной вещи.
Для вас это 3 месяца, для взрослого человека, это вот как 1 день, как 1 час пролетело. А для ребенка это 1/3 его жизни на данный момент. Он 1/3 своей жизни не видел маму. Конечно, какая-то тетя пришла. 15 минут и все, по запаху, по ощущениям, по биению сердца, которое ребенок материнское не забывает никогда. Все вернется. Конечно. Просто надо дать возможность. Иван, завтра в ЗАГС. Да.